Вчера прокуроры приступили к оглашению 115-го тома. Что мы можем отметить по итогам прошедшей недели? Первое, что прокуроры наконец-то признали, что им используемые ими доказательства пошли на второй круг. На замечание защиты проясните источник происхождения документов, оглашаемых прокуроров, прокурор Лахтин пояснил, что это протокол обыска, признанный законным по приговору Мещанского суда. Тем самым обвинители подтвердили, что одни и те же доказательства используются в отношении и одного и того же человека второй раз. Дело осталось за малым. Признать тот факт, который давно уже всем ясен, что обвинение, рассматриваемое в суде в отношении Ходорковского и Лебедева, уже было рассмотрено ранее и состоялось по приговору Мещанского суда. Прокуроры приступили к документам фирмы аудитора компании ОНК «ЮКОС». Это PricewaterhouseCoopers Audit. Тут же выявились масса проблем, прежде всего для прокуроров. Первое. Фирма-аудитор аудировала и потерпевших, и компании, называемые похитителем в обвинительном заключении. Встал вопрос, почему же должностные лица фирмы-аудитора не привлечены к уголовной ответственности и не называются среди членов организованной группы вместе с обвиняемым по делу Ходорковского и Лебедева. Второй момент. Изымалось огромное количество документов на тысячи листах. В деле находится лишь малая доля. На замечание Ходорковского о том, что не представлены в материалах дела все изъятые документы, прокурор Лахтин попросил суд сделать замечание Ходорковскому, чтобы он не мешал представлять доказательства и не анализировал доказательства обвинения. Документы, которые скрывают обвинения как от защитников, так и от суда, помогли бы прежде всего суду установить истину по делу. Ну, стоит назвать такой документ, как акт по отгрузке нефти, из которого можно увидеть, что нефть фактически действительно отгружалась, и по этим документам можно установить, что потерпевшие сверялись вместе с похитителями о количестве, получается, похищаемой нефти, что само по себе абсурдно, исходя из того, что хищение было тайным от потерпевших. И опять же к вопросу о законности собирания доказательств по делу Ходорковского и Лебедева. Обращаясь к этим же документам, можно сказать, что, получив однажды разрешение суда на одну выемку, следствие в фирму аудитор ходило аж 5 раз, не имея на то никаких законных